Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня будет очень интересный выпуск, потому что он посвящен новой операционной системе от компании Samsung. Это One UI 4.1. Galaxy S22 Ultra, здесь уже стоит эта операционка. Galaxy Note 20 Ultra здесь тоже стоит, при том, что этому смартфону уже 1,5 года. На флагманы она прилетает, совсем скоро прилетит и на другие смартфоны. Самое интересное, что в этой операционке One UI 4.1 есть очень интересные нововведения, касающиеся камеры, касающиеся производительности, касающиеся того, что компания Samsung занижала производительность своих смартфонов и в итоге извинялась за это и выкатила обновление с новой версией Game Launcher, в котором можно отключить все эти ограничения. Короче, я вам сегодня хочу рассказать о более чем 20 крутых фишек новой операционной системы One UI 4.1. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу сказать такую штуку. У меня Samsung на Exynos, а вот если вы хотите найти Snapdragon версию, а может быть хотите приобрести Pixel 6 Pro, а может быть хотите приобрести Соньку, я вас отправляю к своим друзьям от компании Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Цены адекватные в рамках современной ситуации, мы все понимаем. В наличии большое количество товаров, есть рассылка по России, так что если перейдете по этой ссылке и сделаете покупку, то вам будет подарок, так что welcome. Перед тем, как я расскажу самые крутые фишки, я хочу напомнить, что если вдруг что-то произойдет с YouTube, вы всегда меня можете найти в Дзене, в Телеграме, во Вконтакте. Все ссылки оставляю внизу, переходите, посмотрите. Но вообще, если вдруг YouTube заблокирует, просто устанавливайте себе VPN, вы наверняка уже это себе сделали, и будет всем счастья. Вполне возможно, если у вас 4.0, то сюда уже прилетит 4.1. О, смотрите, прям только что, прикольно. Вот так вот прилетают уведомления. Интересно, что само по себе оно не прилетело, мне нужно было зайти, обновиться, и вот прилетело. Но это уже новая апрельская версия, у меня уже стоит 4.1, поэтому пускай пока загружается. Когда у нас появляется обновление, здесь появляется вот такая кнопочка N. На данный момент у меня уже стоит версия 4.1 и 12 Android. Обновление последнее от 1 февраля. Самое главное нововведение лично для меня, которое появилось здесь, и оно действительно улучшает работу смартфона, это камера. Потому что у нас здесь в версии 4.1 появился режим Pro, и он работает со всеми камерами. Раньше он работал только с основной камерой. Теперь у нас можно использовать в Pro режиме с настройками всех параметров. Ультраширокая камера, основная камера, телевичок в 3 раза и телевичок в 10 раз. Это очень круто. Также в Pro режиме вы можете выбирать вот такие промежуточные значения, то есть не обязательно прямо использовать целиком какую-то камеру. Причем у нас есть интересный момент. Вы наверняка знаете, что телевички, вот это увеличение в 3 раза или в 10 раз, очень любят, когда много света. И поэтому темные объекты фотографировать достаточно сложно. Так вот, если вам стало слишком темно, вы хотите все-таки сделать фотографию в Pro режиме, вы можете выбрать основную камеру, но ее увеличить цифровым вариантом. То есть, не переключаясь на другие камеры, вы можете сделать фотографию с 10-кратным увеличением с основной камеры. Во-первых, посмотрите, какая стабилизация. Ну и во-вторых, в темноте, возможно, эта фотография будет получше. Вот у нас профессиональное видео, мы запускаем, и теперь у нас также есть возможность снимать на любую камеру. Раньше такой возможности не было, теперь в Pro режиме с выставлением всех необходимых условий мы можем снимать на разные камеры. Для тех, кто любит заморачиваться, это хорошо. Также я напомню, кстати, что в профессиональном видео можно звук снимать с вашей Bluetooth гарнитуры. То есть, если вы подключите, например, Bluetooth наушники, вы можете делать так, чтобы звук шел именно с них. Соответственно, вы можете отойти на 50 метров, и у вас все равно будет записываться звук. Также в режиме профессионального видео появилась возможность делать увеличение не только в 10 раз, который дает нам сам объектив, но еще и увеличить в 20 раз. Такого раньше не было, теперь в ручных настройках вы можете увеличивать в 20 раз и снимать. Это круто. Также у нас появилось нововведение, касающееся кинорежима. Заходим сюда, и вы видите, что у нас есть все камеры, которыми мы можем одновременно управлять и, соответственно, делать съемку с разными ракурсами, переключаться. В общем, типа ты в кино снимаешь на разные камеры. И у нас есть еще фронтальная камера, которая тоже снимает. Так вот, теперь, если мы нажмем вот эту кнопочку, у нас вот это видео с фронтальной камеры будет писаться отдельным кадром.
отдельной дорожкой. Раньше это шло все вместе, теперь это будет идти отдельное видео в формате 16:9. Следующее нововведение касается редактирования уже сделанных фотографий. Смотрите, если вы делаете фотографии в режиме, когда у вас включены съемки также параллельного видеоклипа, да, ну вы знаете, да, что вы можете параллельно делать фоточку, и еще у вас параллельно запишется видео. Вот сейчас я записываю его, и вот у нас есть такое видео, записанное параллельно с фотографией. Это пришло к нам из айфона, я так понимаю. По большому счету штука вообще не нужная, только для каких-нибудь там нарезки, коллажей, еще что-то. Так теперь у нас есть возможность это видео удалить отсюда, потому что вместе с этим видео фотография весит 6 мегабайт. Однако, если мы удалим это видео, но не нужно оно нам, нажимаете сюда, удалить видеоклип. Удалить. Отлично. Теперь у нас здесь нету видеоклипа, у нас есть только фотография, и она весит уже 2,50. Это первая вещь. Также вы, наверное, помните, что можно делать фотографии в обычном режиме, в режиме фото, а также можно делать фотографии в режиме портрет, когда у нас задний фон будет размыт. Но, если вдруг вы сделали фотографию в обычном режиме, а хотите все-таки добавить портретного, то тогда вы выбираете фотографию, которую вы сделали, нажимаете троеточие, добавить эффект портрета. Нажимаете, Samsung подумает, и у нас появится вот это самое размытие. Вы его можете здесь добавить, применить, и теперь у вас есть у фотографии вот такое типа эффект портрета и профессиональной съемки. И еще момент с редактированием. Вот вы сделали фотографию в портретном режиме. Вы можете изменить фон, поработать с ним. Смотрите, нажимаете «Изменить эффект фона». Во-первых, вы можете поменять интенсивность размытия, больше, меньше. Но что у нас появилось нового? У нас здесь появилась студия. Здесь в режиме студия вы можете нажать вот сюда на значок света и поставить свет туда, где вам кажется должно быть освещение. То есть вы можете прямо достаточно хорошо поработать со светом. Мало того, вы можете его увеличить, либо уменьшить. Да, то есть вы имеете возможность откорректировать фотографию и сделать ее более объемной. Какую-то часть выделить, какую-то часть затемнить. И все это делается уже на постпродакшене, когда вы фотографию сделали. Подобные штуки есть в айфоне, теперь здесь есть и в Samsung. Но еще одна вещь, которую тоже проапгрейдили, это улучшение изображения. Samsung решила, что из фотографий можно делать фотографии лучшего качества. Заходите в фотографию, нажимаете троеточие, и тут у нас есть улучшение изображения. Вы включаете, Samsung анализирует и на основе нейросетей и своих алгоритмов предлагает немножечко улучшить фотографию. То есть вы можете посмотреть, какой она была. Вот такая она была темноватая. Он раз ее и немножко улучшил. Можете увеличить, посмотреть, что у нас происходит с глазами. Видите, у нас лицо было такое более красноватое, теперь оно стало более такого желтого цвета. Сказать, что стало лучше, наверное, не сказать. Samsung немножко поднимает детализацию, добавляет шарпинга. В общем, вы сами для себя выбираете. Тут очень сильно зависит от сцены, которую вы сфотографируете. Следующая фишка, которая также улучшает работу системы, это, конечно же, дополнительная оперативная память, которая берется с основного хранилища. Это фишка, которая приходит на все системы в 2021-2022 годах, и на Samsung она тоже пришла. Что самое классное, вы можете выбирать, сколько памяти вы хотите добавить. То есть вы заходите в обслуживание устройства, так, пока не надо нам устанавливать, выбираете ОЗУ, и здесь у вас есть функция RAM+. Вот здесь вы можете прибавить 2, 4, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. После этого вы перезагружаете свой смартфон, и у вас получается увеличенный объем памяти. Это так или иначе благосклонно будет отражаться на работе вашего устройства, потому что в памяти он сможет держать одновременно большее количество приложений. Но у этого есть и минус. Чем больше приложений держится в памяти, тем больше смартфон расходует электроэнергии на эти приложения. Так что просто так тут злоупотреблять не нужно. Следующее нововведение, которое точно улучшит вашу работу с системой, это новый умный виджет. Если вы вообще в принципе любите виджеты, то вы знаете, что ими хорошо бы пользоваться. Так вот, вы можете установить новый Smart Widget. Долго жмете на рабочем столе, заходим в раздел виджеты, и вот тут наверху у нас появляется Smart Widget. Смотрите, у нас есть несколько вариантов. 2 на 2, 4 на 1 и вот такой большой виджет 4 на 2. Что такое Smart Widget? Это когда у нас в одном виджете будут разные виджеты, причем мы сами выбираем, какие виджеты внутри там будут. Давайте возьмем что-нибудь, ну, пускай вот такой большой будет. Хорошо, давайте возьмем, ставим. Итак, у нас здесь календарь. Ну, во-первых, мы можем отредактировать его размер. Можно сделать больше, меньше. Окей.
Так как это смарт-виджет, мы можем перемещаться между разными виджетами. То есть календарь, погода и напоминания. Вы скажете, ну классно, и что дальше? Смотрите, что дальше. Берем, нажимаем «Добавить виджет». Сюда, например, добавляем виджет Яндекс.Карт. Добавили. Пробки на карте, войти в аккаунт. Добавить. Теперь у нас здесь еще есть и виджет карт. То есть у нас по-прежнему напоминания, погода, календарь и еще и карты. Также один из виджетов вы можете убрать. Ну, например, вам не нужны вот эти напоминания. Зажимаете и здесь удалите смарт-виджета. Все, вы его удалили. У вас осталась погода, карты и календарь. И мне кажется, что это очень прикольная штука. Кстати, многие, наверное, спросят, а что вот это за виджет? Это отдельный виджет. Мне он очень нравится, как выглядит. Напоминает HTC. Если хотите его скачать, заходите в Play Market, пишите Clock and Weather Widget. И вот самый верхний, вот так он выглядит. Виджет погоды и часов для Android. Это он. А вот если вы любите использовать всякие разные заметки, в принципе, этим пользуетесь, то здесь есть еще одна интересная история с этим виджетом. Нам нужно сюда добавить еще один виджет, который идет от Google Keep. Нажимаем. И вот что у нас получается. Это некая система быстрых заметок. То есть, хотите сделать быстро фотографию, делаете фотографию, окей, и она у вас фиксируется в ваших Galaxy Note. Или, может быть, хотите сделать какую-то голосовую заметку и превратить ее в текст. Нажимаете заметку, говорите, что вот эта заметка, которую я хочу, чтобы она превратилась в текст, и потом я хочу ее сохранить в Google Notes. Точка. Отлично. Вот у нас эта заметка, вы берете ее, сохраняете и оставляете в Google Notes. Также можно что-нибудь нарисовать, берем стилус, нажимаем назад и сохраняем эту заметку. И вот все заметки, которые я только что сделал, они у меня хранятся в моей Google Notes. Следующая вещь касается вибромотора, потому что у нас здесь на самом деле в Samsung очень приятная вибра. И я уже рассказывал, что вам нужно обязательно сделать его помощнее, дабы оно хорошо отрабатывало. Смотрите, заходим в звуки и вибрация, и интенсивность вибрации, и вот здесь обязательно поставьте на максимум. Но тут у нас вот еще что интересное появилось. Заходим в тип вибрации при вызове, и вот здесь у нас появилась вот такая функция — синхронизовать с мелодией вызова. То есть теперь смартфон будет вибрировать под музыку. То есть это не просто вот какая-то такая вибрация, которую мы здесь можем выбрать. Это именно вибрация под рингтон, который у нас звучит. И это прикольно. И чтобы не пропустить какие-либо вызовы, вы, во-первых, поставьте себе вот этот вариант, а во-вторых, идите сюда в интенсивность вибраций, и вот здесь звук вибраций для входящих вызовов обязательно поставьте вот эту галочку. Следующее нововведение касается персонализации вашего смартфона. Вы знаете, что в 12-м Android можно сделать так, чтобы у вас, например, верхние клавиши были определенного цвета, того, которого вы хотите. Мало того, это все будет соответствовать вашему wallpaper, который вы сюда установите. То есть вот у меня здесь много фиолетовых цветов, и мне сам Google, операционка, предлагает установить сюда вот такие цвета. И мне это нравится. И это выглядит хорошо, потому что в комплекте у нас и wallpaper, и цвет этих кнопочек. И у нас немножко поменялось меню, которое касается этого. Зажимаете рабочий стол, здесь у нас обои и стиль, и вот здесь у нас палитра цветов. Вот именно здесь вы можете выбрать разные варианты, которые построены на основе ваших обоев. Здесь это так написано. Выберите палитру на основе цвета обоев. Вот, можно сделать синий, это стандартный вариант. Здесь у нас наверху все отображается. Можно выбирать вот такие цвета, вот эти. Немножко изменилось. Эта менюшка, в целом, если вы ей не пользовались еще, зайдите, посмотрите. Возможно, вам понравится использовать эти цвета, и они добавят там красок в вашу жизнь. Также можно применить палитру к значкам, но, честно говоря, мне не очень это нравится. Смотрите, почему. Если мы применяем, то у нас часть родных значков становится вот этого цвета, который мы выбрали. И получается как-то странно. У нас родные значки розовые, а все остальные других цветов. Короче, какой-то колхоз. Поэтому эту функцию я не использую. Применять к значкам я ее отключаю, а все остальное, чтобы не было все в цветах обоев, мне это нравится. Следующее нововведение касается того, как звучит наш смартфон. То есть, если вы хотите немножко поправить этот момент, смотрите, заходите в специальные возможности. Здесь у нас есть средства улучшения слышимости, повышения слышимости. Переходим вниз, и у нас не только динамики телефона можно перемещать справа налево, но также теперь появилась еще возможность изменять звук подключенного аудиоустройства. Например, у вас что-то будет подключено по Bluetooth. Вы можете немножко что-то поправить вправо или влево. Также вы здесь можете включить монозвучание, если вам это нужно. Следующее нововведение касается яркости вашего смартфона. Вы прекрасно знаете, что у вас, во-первых, очень яркий дисплей, и в пике он дает 1750 нит. Это самый яркий дисплей, который есть на рынке. И у нас здесь есть возможность самим менять яркость, вы это знаете. Это
также включить адаптивную яркость, чтобы яркость подстраивалась под освещение. Так вот, тут такая есть интересная вещь, что если вы хотите выбрать максимальную яркость, смотрите, у нас включена адаптивная яркость, и мы ставим максимальную яркость, но она на самом деле не становится именно самой максимальной. И если нам нужна именно максимальная яркость, мы отключаем адаптивную, и вот тут у нас появляется вот такой ползунок, повышенная яркость. Вот именно она обычно включается, когда мы находимся, например, под прямыми солнечными лучами. Раньше мы ее включить не могли. Вы видите сейчас, насколько стал ярче дисплей. Вот раньше мы ее включить не могли в ручном режиме, а теперь есть такая возможность. Но помните, что на максимальной яркости у вас сильно расходуется электроэнергия, так что лишний раз не мучайте свой смартфон. Кстати, вот только что я вам показал максимальную яркость, которую мы можем сами включить. У нас ведь также есть возможность включить минимальную яркость. То есть мы опускаем шторку, и у нас здесь есть вот такая кнопка, которая называется максимальное затемнение. Нажимаете ее, ставите на минимум, и у вас становится максимальное затемнение. То есть в другом режиме вы не можете это выставить. Грубо говоря, когда вы находитесь в очень темном помещении, можете выставить максимальное затемнение. Потому что именно от этого зависит, насколько фотография ваша улучшится. Следующая настройка касается производительности. Вы, наверное, слышали, что Samsung использует свою программу Game Launcher для того, чтобы немножко занижать производительность системы, чтобы она не перегревалась и так далее. То есть Samsung говорит, что я не буду выдавать вам максимум производительности, но при этом ваш смартфон не будет перегреваться. И там, честно говоря, на Западе был скандал на эту тему, и блогеры порастраивались, люди порастраивались, и Samsung сказала: хорошо, я эту штуку отменю. И прилетело обновление, где написано, что служба оптимизации для игр улучшена. Так вот, смотрите, что теперь надо сделать. Если вы не включите эту опцию, то у вас все останется так, как было. Нам нужно запустить наш Game Launcher. Мы нажимаем вот эти три полосочки, нажимаем Game Booster и дальше опускаемся вниз. Вот здесь у нас есть функция Labs. Так вот тут нужно поставить вот эту галочку. То есть теперь у нас смартфон нагревается больше, но при этом дает больше FPS в играх. Если вы заядлый игроман, если для вас дополнительные 5 FPS имеют значение, заходите сюда, устанавливайте и снимайте все эти ограничения, которые выставил Samsung. Ну и последняя вещь, которую вам обязательно нужно знать, это подписаться на мой телеграм-канал Честный Блог, в котором уже 15,5 тысяч подписчиков. Здесь я пощу всю информацию о том, какие видосы у меня выходят. Плюс у меня здесь еще есть автор Николай, который делает очень интересные разборы устройств, наполняет все это новостями. А если вы зайдете в Честный Блог чат, то вы увидите здесь 13 тысяч подписчиков, и здесь мы людям помогаем устанавливать Google камеру на их смартфоны, поэтому если вы хотите установить Google камеру, welcome сюда, мы ждем вас в гости. Я ссылки на все оставляю, также оставлю ссылочку на Яндекс.Дзен, на ВК, чтобы мы могли быть всегда вместе с вами. Но если вдруг YouTube закроют, просто ставьте VPN и смотрите YouTube через VPN. Ну и так как мне прилетело обновление, я сейчас его установлю, и если там будет что-то интересное, а у нас что? Повышена безопасность, улучшена стабильность функций. По идее ничего тут особенно большого нету, правда здоровенный он получился на 1 гигабайт и 300 мегабайт. Странно, что такое достаточно большой объем для простого обновления. Если там будет что-то интересное, я обязательно вам расскажу. Итак, друзья, это были самые прикольные фишки новой операционной системы One UI 4.1. Если я забыл о чем-то, обязательно напишите об этом в комментариях. Также я планирую совсем скоро записать подобные видео по новым операционным системам на OnePlus, на Xiaomi, так что обязательно подписывайтесь на мой канал и не пропускайте. Еще раз напомню, что меня можно найти не только на YouTube, но также Дзен, Telegram, ВК, ссылочки будут все внизу, но надеюсь, что мы все-таки будем встречаться чаще на YouTube. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео, очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Вы всегда можете его расшарить и редиректнуть у себя, поддержать меня, и таким образом можете распространить информацию о полезных фишках новой операционной системы от Samsung. На этом все, меня зовут Фил, ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока!